Вот у нас пошел разговор, вот у нас старт, да, точка, когда мы начали. Вот здесь он отдает деньги. Этот момент у него в голове самый больной. В прямом смысле слова, у каждого из нас. Вот этот момент самый больной момент. Как только вы отдаете деньги, запомните, у вас в вашем мозге, в рецепторах включается боль такая же, как будто бы вас, грубо говоря, там молотком по мизинцу ударили. Это научно доказанный факт. Когда мы отдаем деньги. Но исключение, когда этого не происходит. Это здесь может быть и с другой стороны, человек отдает здесь деньги и получает радость. Одна и та же ситуация, одно и то же действие, два разных состояния. Почему это происходит? Когда одно, а когда другое? Автоматически у нас есть внутренние весы. На одной чаше деньги, на другой чаше продукт. Если деньги перевешивают, активируется вот эта штука. Никто из вас не хочет купить вещь ту же самую, которая стоит дороже. Согласны? А вы знаете, вот этот, грубо говоря, стоит 2 евро. Но за 6 вы его не хотите покупать. Когда вы едете по хайвей, по автобану, заезжаете на заправку. Сколько стоит баночка Red Bull? Или баночка воды, которая в магазине стоит копейки. И вы ее видите, вы уже привыкли, у вас это уже привычка. Но когда вы его честно отдаете, вы кайфуете, что вы думаете? В подсознании где-то вот козлы, вот они на нас наживаются. Вот что происходит. Если вы будете отслеживать свои мысли, да, то есть это очень-очень заметно. Вы думаете, блин, они реально наживаются просто на пустом месте. Там она стоит в магазине копейки, там 19 копеек, а на 1,5-2 евро такая же баночка на заправке на автобане. Но мы все равно покупаем. Мы все равно покупаем, потому что пить хотим, потому что нам нужно купить. Но удовольствия от этого у нас нету никакого. А если у нас большая сумма, то это еще больше неприятнее. Теперь смотрим другую ситуацию. Когда здесь радость, когда вот здесь продукт перевешивает ценность моих денег. Вот тогда у меня включается радость. Я искал одну информацию тренера, он профессор по анализу отделов продаж. Он в университете преподавал и потом очень много, компаний тренировал, анализировал. Он перестал печатать свои книги. Просто-напросто перестал печатать. И я увидел его книгу наконец-то и решил ее купить, но не успел. Она была в поддержанном варианте и стоила она в поддержанном тогда 120 евро. И я ее упустил. А потом мне понадобилась та информация, которая есть внутри. Я ее год искал. Ждал, узнавал, запрашивал в разные магазины, которые книги продают. Если будет, напишите сразу мне. И потом пришла эта книга. И эта книга пришла за 299 евро. Подержанная. И я ее купил и кайфовал, потому что она мне очень нужна была. Потому что я понимал, что эта книга даст мне гораздо больше, чем 299 евро. Я и 500 бы за нее отдал. Потому что ценность этой книги для меня была больше, чем те деньги, которые я отдавал. И я кайфовал, когда отдавал. Думаю, вот это мне повезло. Потому что я понимал, что я заработаю с этим продуктом, с этой книгой 5-10 тысяч, а не 300 или 500 евро. Понимаете? То есть у меня была радость, что я отдаю, потому что я получаю.